Первый лоток готов. Грядки сезона. Ну, будем собирать, посмотрим, что это, что они из себя представляют. Конечно, жестянка это, жестянка тонкая. Вот у меня внутри рука внутри. Ну да, там щели прям как щели прям, да. Я хотел завести генератор, и я его завел, но хорошо я глянул на выхлопную трубу. Выхлопная труба у нас отвалилась вообще. Не знаю, друзья, можно ли назвать это сваркой. Может, по-китайски это и сварка. Посмотрите. Оно даже не было приварено. Так, как у нас? Друзья, у нас новая закладка яиц в инкубатор. Цыплята на продажу ориентировочно. 21 мая. 21 мая должна быть, да? Если сегодня заложим. 21 мая что-то какой-то день, по-моему, да? Праздник, нет? 21 апреля был праздник. 21 апреля я помню. Это мой день рождения. Меня все поздравляли в этом году. А в прошлом году никто не знал, поэтому не поздравляли. Угу. Это тоже чисто круглое, вот вообще непонятно. Как его ставить? Где у него попа, где у него лицо? Где перед зад? Не понять. Первый лоток готов. Второй лоток готов. Все вместе у нас выходит 110 яиц. В прошлый раз было 109, сейчас 110. Ну что ж, у нас торжественный момент закладки яичек. Красавицы наши. Ну давай. С Богом. Пусть Бог благословит. Так, есть один. У нас получается все лучше и лучше. Смотри, как в магазине упаковано. Так вот. Вот оно вложение, друзья. Мы 2 года покупали цыплят. Яйца, вернее, покупали дорого, по 200 рублей яйцо. Одно яйцо 200 рублей мы покупали. Вот. Не все это понимают. В этом году один клиент у нас заказал яйца на инкубацию. Я продавал по 130 рублей за яйцо. Я когда ему привез, он ждал сдачи. Я говорю, тут мало денег. Он говорит, а почем? Я говорю, ну 130 яйцо. А я думал десяток, говорит. Ну десяток у нас продают яйца так, просто обычные, не оплодотворенные, как бы для еды. А для инкубации это особое яйцо, это всегда в цене. Я покупал 200 рублей яйцо. Мы 2 раза брали по 1012 с лишним, что ли, мы отдавали, я сейчас не помню. Вот такие дела. А сейчас уже вот можно немножечко, то есть это не всегда сразу, но это окупается, друзья, это окупается. О, Дашка. Даша прибежала в подводной маске, где-то ныряла. Так, ложись сюда пока. Друзья мои, мы сейчас эти шпалеры будем переносить в этом месте. Во-первых, а между ними следи пока стяжкой вот одну эту. Кого чего? Вот эту вот здесь. Между собой. Лучше 2 штуки. Ну, тут надо подрезать. Там одна есть открытая уже. Сбоку дырка там у нее. Сбоку бантик. В общем, сейчас мы их перенесем. Я хочу их поставить вот здесь. С Катей обговорили. Я говорю, давай я сюда их поставлю. Он говорит, давай. Вот, короче, вот так вот они будут стоять в ряд. 2, 3. Возможно, это будет лучше. В каком плане? Солнце, юг, южная сторона отсюда бьет сюда. То есть, по крайней мере, на первую солнце будет попадать много, а на другие шпалеры может быть поменьше. Вот. Ну и в плане ветра, то у нас ветер всегда в ту сторону дует, чаще всего. Даже сейчас стою, слегка ветер у нас дует сюда. И мы попробуем в этом году посадить их здесь. Надо будет удобрить землю, конского навоза немножко насыпать.
все это сделать более плодородным, грунт наш. Вот, и попробую огурчики здесь посадить в этом году. Птички бегают. Нам писали, что надо травка кормить. Травка есть у них. Привезли нам тепличку, завозят во двор. Мы поставили тепличку, и ее нужно присыпать по краям, потому что у нас перепад по высоте огромный. Вот Саша с Наташей помогают мне выбирать эту землю. Земля здесь как бы накидана была, здесь на камеру 100% не будет это видно, никогда не видно на камеру. Но перепад вот так вот по длине забора, очень большой бугор там. Вот, и мы этот бугор сейчас убираем. Он, во-первых, как-то мешает, когда косишь траву, а во-вторых, эта земля нам сейчас нужна. Вот, поставили тепличку, там она вдалеке, и как подсыпаем ее, я вам покажу минуткой позже. Хорош? Теперь он туда. Сейчас. Что? А? Почему? Тут, вот тут много надо подсыпать. Я люблю тебя, слышишь? Люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя сильно. Люблю. Я тебя не оставлю. Я тебя не покину. Я люблю тебя, слышишь? Люблю. Я держу тебя крепко, слышишь? Даже если порой ты не видишь, для меня ты зеница ока. Ты не брошена, не одинока. Я? Неплохо сделали теплицу, все нормально, но вот такие моменты, вот это вот все будет хорошим ветром, все это вот так телепать. Такие места мне нужно закрыть и дополнительно закрепить саморезами. Хорошо, что они у меня есть, но вот здесь, допустим, если такие вот места, вот покажи, вот, допустим, вот это вот. Чтобы вот это такое не телепало, я прикручиваю маленькими саморезами. Оно идет. А там сверху надо большие будут купить. Хотя где-то есть у меня. Что, от забора, по-моему, оставались. Вот. Все плотненько, не будет телепаться, ветром бить не будет. Нам же надо, чтобы был порядок. А вот это не пойдет такое. Вот. Вот у меня внутри рука. Рука внутри. Ну да, там щели прям какие. Щели прям, да. И поверху они не Ой, уронил. И поверху они не прокрутили как следует. Вон там он, на самом верху. Когда я там был внутри, был порыв ветра, и оно прям телепалось. Телепается. Вот это телепканье надо убрать.
Все. Вот тоже. Когда будет холодно, сюда будет холод заходить, в эти щели. Это уже будет не тот эффект. Потому что у нас цель, чтобы теплица прослужила как можно дольше в сезоне. Сезон ее чтобы был намного дольше. И вот это немножко меня еще как бы, ну, я понимаю, что это как бы не особо мешает. Но мне кажется, надо было бы так вот это все обрезать. И здесь лучше так сверху уголочком. Я думаю, было бы плотнее и интереснее. Но уже чуть тише. Крышу надо будет обязательно пройти, и все. И здесь еще поверху надо будет пустить такие струны туда и туда. И к ним уже будет привязываться еще дополнительные эти, ну, кустам веревки. У нас сегодня прям лето-лето. Я просто в футболке в рабочей. Вот, сейчас мне нужно будет собрать. Смотрите. Вот они. И пройти не дает. Это любовь. Это любовь, друзья. Так, здесь у нас пришли наши грядки. Грядки Сазона. Ну, будем собирать, посмотрим, что это. Что они из себя представляют. Конечно, жестянка это. Жестянка тонкая. Но понаблюдаем, посмотрим, что это. В общем, будет видно. Ладно, сейчас начну собирать. Вот такая вот у них любовь. Меня терзает смутные сомнения. Мне кажется, так будет всегда. Потому что, ну, Сонька такая неприступная у нас кошка. А Ваське к ней охота. На улице прям жарко-жарко. Сейчас будем собирать. Так. Друзья, цена вопроса 5000 рублей. Если бы я дал собрать это работникам. Вот, а так я сейчас сам соберу бесплатно. И думаю, не хуже. В принципе, все собирается очень просто. Друзья, дорогие, всем привет в новом дне. Освежились, выспались. День начался. День начался новый. Вчера я был капут вообще. Вчера я собирал вот эти грядки. Одна грядка у меня еще лежит. Еще нужно ее собрать. И эта грядка 4 метра. Здесь дети везли землю, опрокинули. Рассыпали. Тут косили, не докосили. Наша тепличка. Водичка греется. Ой, ребята. Вот. Вот что мы начали вчера и не закончили. Ой, как здесь жарко. Как здесь жарко. Надо открыть. Давайте-ка мы откроем дело. Сюда. И на крючок. Все. Васька упал. Жарко ему тоже. Вот. В общем, друзья мои, нам сегодня предстоит еще заполнять землей здесь все. Ставить еще 2 грядки и заполнять их. Потом все это будет высаживаться. На дорожке у меня уже времени не будет. Как есть, так и есть в этом году. Ну, по крайней мере, пока. Работал я, работал. Все было тихо, хорошо. Ничто не предвещало дополнительных проблем. Но проблемы приходят. А именно, друзья мои. Ага, заработал компьютер. Значит, проблемы у нас какие, ребят? Проблемы у нас такие. У нас вырубили свет. Видимо, идет какая-то настройка. Сейчас в данный момент вот 223. Все, на выходе 220. Все нормально. Вот. Я хотел завести генератор, и я его завел.
Но хорошо я глянул. Хорошо я глянул на выхлопную трубу. Выхлопная труба у нас, ребята, вон видите, я уже все поразбирал. Выхлопная труба у нас отвалилась вообще. Отвалилась. Я теперь это все бросил. И теперь у меня инкубатор там. Думаю, надо быстрее же делать, потому что там, ну, теперь эти яйца, они все пропадут. И это все будет зря, да, что мы заложили в инкубатор яйца. Я начал разбирать коробку. Вот она, выхлопная. Во-первых, заметил здесь вот такую вещь. Посмотрите, прокладка где-то пробита. И воздух частично шел мне в мастерскую. Это первое. Второе. Вот эта штучка, она была на своем месте. А сейчас она просто вот так крутится. И там, естественно, все эти выхлопные, оттуда все это валит. Вот. Как она была, я даже сейчас не представляю. Но, судя по всему, она была где-то приварена изнутри. А как теперь это? Это теперь не разобрать. Я могу кожух снять, но внутрь туда залезть я не залезу. Я вообще не знаю. Или мне придется разрезать полностью вот это вот дело, чтобы изнутри обварить. Это такая довольно-таки трудоемкая будет операция, и неизвестно, насколько этого дела хватит. Потому что раз сломалось, значит тут слабое место. А почему? Непонятно мне. Вот так вот, друзья мои. Шла вибрация в этом месте, и он отлетел. Сломался. Ну хорошо, хоть свет дали. В общем, я сейчас не знаю, за что браться, потому что нужно сегодня опрыскивать, нужно сегодня и огород спахать, и грядки засыпать, и эти грядки собрать сначала надо. И поднимается ветер. Если ветер, у нас эти грядки, вон та сейчас она будет улетать. Она очень легкая, и при хорошем ветре она будет летать, и ее погнет. В общем, не знаю я, за что браться. Ну, наверное, да, вот это уже начал это теперь делать. Теперь надо за это взяться. Доделать. Сейчас кожух сниму, буду думать, что делать. Не было печали, елки-палки. Друзья мои, короче, разрезал я все-таки, пошел я сложным путем. Разрезал я ее всю. Думал, что она у меня снимется, она не снялась. Знаете почему? Потому что здесь вот есть вот такая вот пластина, которая приварена к обоим сторонам. И все, она ее держит. То есть это вот это я себе лишнюю работу сделал. Вот это вот все обваривать. Но это не страшно. А важно нам вот что сделать теперь. Вот оно. Вот оно, то, что отлетело, то, что сломалось. Вот это нужно теперь проварить. Найти место родное и проварить. А потом ставить на место и опять проваривать. Это, друзья мои, все дешевле, чем покупать новый глушитель. Наверное, это глушитель, я не знаю, мне кажется, это глушитель. Огнегаситель тут и глушитель, все. Короче, он 17 тысяч стоит, если покупать. А я сейчас просто переделаю его. Ну, сделаю. Надеюсь, что сделаю, и думаю, что будет все работать. Заодно продую эту сеточку сейчас. Она немножко подзагадилась. Такие дела, ребята. Не знаю, друзья, можно ли назвать это сваркой. Может, по-китайски это и сварка. Посмотрите. Оно даже не было приварено. Вот здесь вот немножко было. А с этой стороны оно даже не было приварено. Вот это просто колбаса сверху. Но сварщики называют это насрать. Извините за выражение, но так называется. Это просто насрано. Вот эта вот колбаска. И в принципе приварено-то не было. Вот. Вот с этого края вообще вот. Она мимо. Она просто вот он даже кто-то, кто варил, он даже не потрудился, чтобы обварить как следует. Да просто жесть какая-то. Сейчас будем варить как надо. Ну это капец вообще. Ну это китайцы, ребята, китайцы. Да.
Нихао, китайцы, нихао. Все это дело обварил. Все это теперь на месте. Твердо, прочно, крепко. Вот. Нужно ставить. А что она? А, нет, все нормально. Вот, показалось. Все, буду ставить на место. Устанавливать в генератор. И будем смотреть дальше. Наконец-то собираю я уже ящичек свой. Это было нечто, конечно. Неожиданно вообще. Мне еще вот осталось 3 болтика здесь забубенить сюда, сюда, сюда и готово. Так, еще раз контролируем. А теперь мы это дело ставим на место. Знаете, что мне не нравилось сразу? Мне не нравилось то, что вот здесь вот был плохой прижим. Плохо прижималась она. Вот надо ее посмотреть. Может где-то сейчас что-то подровнять, подстучать. В общем, посмотреть. Вот. И побольше герметика. Потом здесь то же самое повторить. Вот здесь, видите, тоже вот эта сажа. Сажа говорит о том, что тут было очень все неплотно. Так что это дело надо устранить, чтобы все было нормально. Хотите посмотреть, что происходит, когда ваш герметик засыхает прямо здесь в тубе? Вот что происходит. Смотрите, я вырезал, обрезал сейчас болгарочкой. Получилась вот такая вот пробка. Пробка как резина, прочная, но до какого-то уровня. А дальше здесь герметик. Или ча-чачи. Давай вот это наложим. Ну, он, конечно, жидковат. Что ж, намазал герметик. Теперь у нас сюда идет такая шайба и такое крепление. Так, вот она начала закручиваться, да? Да не пока. Ё-моё. Что за фокусы? А то, ишь, отваливаются они, ломаются, ишь. Кто разрешил ломаться? Угу. Товар с быстрой доставкой прямо на праздник. ООН разрешение 121 год поставки категория 0+. Эксклюзивные круизы от московского пароходства. Днем разные города. Вечером гастрономический опыт и развлечения. Сегодня мы пашем огород. Посмотрите, как я одет. Я одет
как Василий Кузякин. Штаны-то надень. Ой, ёшкин кот, ты смотри, а. Шорты. Правда, он в трусах был. Сапоги. И он был в майке, я в футболке. Ну, почти как Василий Кузякин. Вот. Сегодня была новая проблема. Не заводился мотоблок. Пришлось его разобрать, посмотреть. Привет вам всем, друзья. От меня Лохматова. Я зашел с улицы, жарко, невозможно, вспотел. Короче, мотоблок не заводится. Посмотрел жиклер чистый. Это не из-за бензина. Но я думаю, что, возможно, у нас проблемы со свечой. Поэтому я в данный момент делаю вот что. Вот что я делаю. Я прокаляю свечу, прокаливаю. Вот, сейчас попробуем, если это поможет, то поможет. Если нет, надо будет ехать в магазин, покупать свечу новую. Но в принципе, где-то в 2015 году мы покупали мотоблок. Но это впервые, вот если будет замена свеча, то впервые. Слышите, он уже работает. Вот. Я пашу огород. В общем-то, все идет по плану. Все как и должно быть. Некоторые курочки вышли, я им разрешил, открыл им. Самые смелые вышли, те боятся шума мотора. Так, а я сейчас поставлю сюда досточку для вас, чтобы моя камера не искупалась. Хотя она воды не боится, но все равно. Ну и все. Приятного просмотра. Огород спахан. 2026 год. Каждый год одно и то же, но каждый год разные урожаи и новая радость. Вот этих ребят нужно будет сейчас каким-то образом загнать. Ливенские, смотрю, они более осторожные, боятся заходить. Вот, а рыжие, те прям за мной ходили. И прям вот идут за мной 4 курицы и подбирают червячков. Ну, не только червяков. Червяки, конечно, полезны для огорода, но здесь не столько червяки даже, сколько они всяких личинок собирают. И это очень хорошо и полезно, чтобы не было всяких паразитов в земле. Все, сейчас нужно нарезать борозды. И в принципе на сегодня все здесь.